Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Известный тайваньский завод GSO выпустил на рынок серию рефлекторов Ньютона с относительным отверстием 1 к 4. Линейка этих светосильных инструментов адресуется любителям астрофотографии, Deep Sky объектов и комет. В сегодняшнем обзоре мы представляем младшую 6-дюймовую модель этой серии, трубу телескопа Arsenal GSO 150 на 600. По сравнению с обычными визуальными ньютонами, эта труба достаточно компактна. Длина 560 мм, диаметр 176 мм, вес 4,4 кг. Это плюс. Устойчивость на однотипных монтировках у нее будет выше, а требования к точности ведения ниже. Для установки на монтировку к трубе прилагаются пара крепежных металлических колец и планка «Ласточкин хвост» стандарта Vixen длиной 219 мм. Кроме того, в комплекте поставки включен качественный оптический искатель 8х50 с просветленным ахроматическим объективом, а также стандартная стойка крепления для него. Корпус трубы стальной, снаружи окрашен в фирменный белый цвет. Спереди и сзади корпус укреплен двумя литыми металлическими кольцами черного цвета. Обратите внимание на расположение фокусера. Он, как и диагональное зеркало, существенно смещен от верхнего края трубы. Это еще один плюс. Такая конструкция существенно снизит боковую засветку и запотевание оптики. На фокусер тоже стоит обратить внимание. Это прецизионный двухскоростной Крейфорд, усиленный направляющим рельсом. Такой фокусер выдержит не только тяжелую астрокамеру, но и корректор, колесо фильтров, внеосевой гид. Фокусер комплектуется 2-дюймовым экстендером длиной 35 мм и переходником с 2 дюймов на дюйм с четвертью. Как и фокусер, оба аксессуара имеют хорошее чернение и латунное зажимное кольцо. К сожалению, стандартной Т-резьбы на этих адаптерах нет. Внешний осмотр закончим нижним торцом трубы. Здесь установлена оправа главного зеркала с 6 винтами, расположенными равномерно по окружности. Юстировочные винты имеют большие головки, зажимные винты – меньшие головки. Теперь заглянем внутрь трубы. Как отмечалось выше, узел крепления диагонали существенно утоплен. Он состоит из 4 тонких стальных растяжек, металлического стакана с винтами юстировки и оригинальной металлической площадки с наклеенной диагональю. Само диагональное зеркало просто огромное и дает существенное экранирование в 20% по площади. Но именно такой размер реализует необходимое для астрофотографии большое невиндитированное поле и достаточный вынос фокуса. Главное параболическое зеркало закреплено в оправе 3 лапками, имеет алюминиевое покрытие с защитным слоем и кольцевую центральную метку. Причем метка не наклеена, она просто не имеет алюминиевого покрытия. Такая метка не отпадет при мытье зеркала. Отметим также хорошее чернение всех внутренних поверхностей трубы, в том числе и втулки фокусера. Так что паразитных лучей и бликов на фотографиях не будет. Проверим заводскую юстировку с помощью лазерного коллиматора. Луч практически попадает на центральную метку, но возвращается не в центр мишени. Поправим юстировку и приступим к фотографическим тестам. Тестовая фотография звездного поля в прямом фокусе ожидаемо показала сильную кому, аберрацию, присущую всем светосильным ньютонам. Кома особенно заметна по углам кадра. Поэтому применение кома-корректора на телескопах такой светосилы обязательно и позволяет устранить кому практически полностью. Вид звезд хорошо исправлен по всей площади матрицы фотоаппарата. Зато преимущество светосилы позволяет буквально за полминуты экспозиции получить хорошую детализацию слабо светящихся Deep Sky объектов.
Именно поэтому такие трубы называют быстрыми ньютонами. Еще одно преимущество этих короткофокусных телескопов – широкое поле зрения. Вы сможете в одном кадре поместить весьма протяженные объекты, например, астеризм вешалка. Значительное центральное экранирование, конечно, снизит контраст при лунно-планетной фотографии, но тем не менее Луну в фоторежиме мы запечатлели такой. А применение линзы Барлоу позволило увеличить масштаб картинки и получить в видеорежиме весьма детальное изображение участка лунной поверхности. Что же, подведем итог. Труба этого астрографа имеет надежную конструкцию механики, хорошее качество оптики и заслуживает весьма лестных отзывов. Без сомнения, она понравится многим любителям астрономии. Из недостатков отметим отсутствие в комплекте адаптера на Т-резьбу, но его всегда можно приобрести дополнительно. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем смело рекомендовать Arsenal GSO 150×600 для фотографирования протяженных объектов Deep Sky и комет, а также Луны и ярких планет. При наличии у вас необходимых окуляров можно использовать его и для визуальных наблюдений. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.